Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Для тех, кто смотрит нас впервые, представлюсь. Я Михаил Македонский, испанский иммиграционный юрист. Каждую неделю отвечаю на ваши интересные вопросы по жизни в Испании. Сегодня мы поговорим о следующем. О правильном заключении договора с застройщиком и агентством недвижимости в пользу клиента. Необходимо ли ставить апостиль на сертификат курса парикмахера в Польше? Входя в новую жизнь, иногда наступаешь на те же самые грабли. Возможно ли открыть дочернюю фирму в Испании легально? Если я имею НИИ, являюсь ли я резидентом Испании? Берут ли взятки полицейские в Испании? Чем отличается прописка от регистрации? Мы сегодня будем рассматривать эти вопросы, которые задали нам наши уважаемые подписчики. Вопрос. Уважаемый Александр Македонский. Я вообще-то Михаил, но Александр какой-то мой дальний родственник. Я имею в виду Александра Филипповича. Александра Филипповича III. Александра Филиппович III, да, Филипп III был папа. Вот. Я гражданка Великобритании, и мне с мужем очень хотелось бы записаться к вам на прием по нескольким вопросам. Примерно такого плана, если можно. Нам нужна ваша консультация о том, какие обязанности испанское законодательство возлагает на подрядчика, построившего дом для заказчика иностранного гражданина, каким образом он должен передать построенный дом, а также находящееся в нем оборудование, чтобы передача считалась законной и соответствовала законам Испании, какие он должен при этом составить документы, акты, протоколы, чтобы соблюдались гарантии на дом и на оборудование, чтобы нам можно было претендовать на оформление налогового номера. У меня он есть, а также право собственной недвижимости. И другие вопросы, которые мне задали наши клиенты. Они купили дом, они купили хорошую виллу за внушительную сумму в Бенидорме. И очень долгое время жили с недоделками. И застройщик с очень большим одолжением им эти недоделки исправляли. Обещала компания, которая им продала, кроме застройщика, еще была агентство недвижимости, поставить мебель тоже на очень круглую сумму. Забыли поставить мебель. Вот. Честно говоря, я немножко удивлен, потому что граждане Великобритании обычно начинают покупку недвижимости с адвоката. То есть они все делают адвокату доверенность, и адвокат покупает за них недвижимость, вплоть до того, что деньги присягаются адвокату, и адвокат ее оплачивает, проверяет все документы, и потом, естественно, чудо не происходит. Если бы эти господа обратились к нам до заключения договора с застройщиком, естественно, чтобы чудо бы не произошло. Сейчас мы будем исправлять ошибки, есть чем заниматься, потому что на внушительную сумму недоделки, но очень внушительную, я не ожидал, что будет такая внушительная сумма. Я просто хотел предупредить, не предупредить, хотел просто рекомендовать господам, которые покупают новую недвижимость, обязательно обратиться к адвокату и начать свой путь в Испании отношений с застройщиком и с риэлтором, со знакомством с адвокатом, и для того, чтобы адвокат уже дальше обращался с ними, и клиенты не встречались ни с застройщиком, ни с агентством недвижимости, а все это делал адвокат. И поэтому все будет проще. Спрашивает Ирма Польска. Добрый день. Имею сертификат курса парикмахера, получила в Польше. Для подтверждения в Испании нужно ли ставить апостиль или нет для дипломов между странами ЕС? Что хочу вам сказать. По поводу апостиля на курсы парикмахеров, достаточно в Испании будет присяжного перевода. На всякий случай, если вы можете поставить, поставьте апостиль. Польша 2020. Владимир Неводничий. Добрый день. Старо как мир. Входя в новую жизнь, иногда наступаешь на те же самые грабли. С уважением, Владимир. Да, уважаемый Владимир, к сожалению, у некоторых подписчиков, которые меня уже слушают много лет, получается так. Потому что Македонский говорит, и в итоге мы делаем, как мы считаем нужным. И вот грабли, опять же, бьют по самому интересному месту. Гробовский Андрей. Михаил, спасибо за информацию. Как всегда, очень хороший и познавательный выпуск. Благодарю вас, Андрей, за то, что задаете интересные вопросы, за то, что вы активны. И пишите, спрашивайте. Слава богу, вопросы становится больше вопросов, они становятся интереснее, меня это радует. Так что всегда с удовольствием я буду рад на них отвечать. Испанский эмигрант. Без НИИ никуда. Спасибо огромное за информацию. Без НИИ, конечно, можно и куда-то, допустим, без НИИ можно прописаться. Без НИИ решается вопрос по ВНЖ по оседлости, но купить недвижимость, купить машину, купить яхту, купить что-то в Испании серьезное, нужен номер иностранца. И, естественно, все отношения с госорганами проходят через номер иностранца. Польша 2020. Владимир Неводничий.
Добрый день. Если есть спулка, фирма для иностранцев в Польше, имею временный вид ВНЖ в Польше на 3 года. Возможно ли открыть дочернюю фирму в Испании легально, если и сколько денег на счет нужно положить? И сколько за вашу помощь со всем пакетом документов? Если я массажист, интересуюсь, потому что хотелось бы совместить туристический сезон и бизнес. Имею европейский сертификат по массажу. Отлично. Закончил курсы в Польше. С уважением, Владимир. Под дополнение. Благодарен за ваш неоценимый труд. Для вас стоимость массажа будет стоить 1% для отчетности. Но мне массаж спортивный, быть, честно говоря, не помешал. И не один. По поводу открытия компании. Владимир, вы можете открыть компанию в Испании. Также может быть одним из сооружителей компании польская компания, но испанская компания будет испанской компанией и налоговым резидентом Испании. И вы в испанской компании сможете работать только тогда, когда у вас будет разрешение на работу в Испании. Так что вот как-то так. Иван Смирнов. Спасибо. Имею НИИ. Являюсь ли я налоговым резидентом Испании? Уважаемый Иван, наличие НИИ не дает вам резиденции в Испании. Для того, чтобы быть резидентом в Испании, вам необходимо получить вначале разрешение на временное проживание в Испании, либо студенческую визу, чтобы иметь резиденцию, то есть разрешение на проживание в Испании, либо на нахождение в Испании. Поэтому номер иностранца – это просто статистический номер, это просто административный акт. Говорит о том, что у вас в Испании, вы как иностранец, уже имеете свой личный номер. Амира Романи. Как всегда, не скупы на ценную информацию. Чуть не сказал, за ценную информацию. С огромной благодарностью. Да, мы не скупы, мы отвечаем честно на все вопросы и отвечаем так, как есть. Нравится, не нравится, я говорю так, как есть. Мама Яна. Уважаемый Михаил, очень активная подписчица, мама Яна. Вы пишите и пишите, не останавливайтесь. Если не продлю ВНЖ и уеду в срок действия закончится, могу ли я потом приехать в Испанию по безвизу к дочке в гости из Украины? Естественно, если срок действия карточки закончился, вы как гражданка Украины не имеете обязанности открывать визу, вы приезжаете по безвизу, но можете находиться в Испании 3 месяца. Через 3 месяца вы должны выехать из Евросоюза для того, чтобы легально здесь находиться. Очень интересный момент. Ко мне обратился представитель одного из украинских политиков и предложил взять у меня интервью. Уважаемые подписчики, этот канал юриста Михаила Македонского, партнера адвокатской конторы из города Аликанте. Здесь мы рассказываем про Испанию. У нас нет политики, у нас нет религии и у нас нет эзотерики. Мы рассказываем про Испанию, отвечаем на юридические вопросы по Испании и на то, что немножко отходит. Поэтому я выразил благодарность уважаемому товарищу, уважаемому пану, уважаемому господину, неважно, молодому человеку, который ко мне обратился. Мне очень приятно, что ко мне обращаются с такими предложениями, но рекламная компания, которая занимается моим продвижением, сказала, что нет. Так что, увы, как-то так. Сегодняшний выпуск у нас органично от предпринимателей. Предприниматели задают разные интересные вопросы. И я по этому поводу вспомнил один одесский анекдот. Когда спрашивают у Рабиновича: «Рабинович, а сколько будет дважды 2? А что, мы покупаем или продаем?» Задает вопрос Бен-Бен. Взяточки в Испании и полицейские берут. Уважаемый Бен-Бен, конечно, все любят денежки. И полицейские тоже живые люди. Но у нас есть небольшое отличие с полицейскими. Потому что полицейские у нас это госслужащие, которые получают хорошую зарплату. У них хороший соцпакет. Их любят во всех банках. И им без проблем дают кредиты на квартиры в новых домах и на автомобили. Поэтому попасть полицейским, моего друга, сын полицейский, он учился... после университета 5 лет. Он юрист по образованию, еще 5 лет учился. Естественно, что он 5 лет учился, чтобы достичь какого-то уровня, какого-то серьезного поста в структуре полицейской системы Испании. Зарплаты у них очень хорошие, очень хорошие. Поэтому практически полицейские не рискуют брать взятки. И по большому счету у нас полицейские по призванию, как это будет ни странно звучать. И крайне редкие полицейские рискуют брать взятки, и они после этого сидят. Рано или поздно те, кто берут взятки, кто взял 1-2 взяточки и не может остановиться, их сажает отдел внутренних расследований. Вот у меня есть знакомые полицейские из России, они могут вам подтвердить. У них спросите. Алена Черная. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Один владелец земельного участка, на котором стоят электрические башни, я думаю, государственные. Имеет ли хозяин земельного участка иметь от них прибыль?
Уважаемая Алена, с недвижимым имуществом в Испании есть интересный момент. Когда вы покупаете любой объект недвижимого имущества, у нас есть такое понятие, называется сервидумбре. Сервидумбре – это разрешение пользования третьим лицам без вашего разрешения. Например, вы купили земельный участок, и по нему проходит дорога, которая связывает другие земельные участки. И это указано в документе о собственности. То есть указано, что эта дорога, право которой имеют пользоваться все остальные. Либо по вашему участку проходит трубопровод, и этот участок по умолчанию, часть, где трубопровод, имеет право им пользоваться, ремонтировать и так далее. Поэтому, когда вы покупаете недвижимость, обратите внимание на то, что написано в сертификате собственника. Либо, если вы это не понимаете, обратитесь к специалисту, к юристу, к адвокату, к истору, который это точно знает и вам объяснит, в чем дело. Поэтому, в зависимости от того, есть это разрешение или нет, и есть ли договора или нет договоров, и что написано в сертификате собственника, вот такое вот право. Может быть, есть договор, а вам не платят. Можете себе представить, какое расстройство. И вам уже набежала интересная сумма, которую необходимо забрать. Следующий вопрос. Михаил, будьте добры, ваше мнение. У нас их два, значит, у меня будет одно. Для первого ВНЖ нужна регистрация по месту жительства. Или это смутит консульство? И чем отличается прописка от регистрации? Не представился подписчик. Уважаемый подписчик, регистрация и прописка – это слова из русского языка. У нас это называется empadronamiento. Это административный момент, административный документ, который говорит о том, что вы прописаны по такому-то адресу. Это не обозначает никакого права на собственность. То есть это в основном это почтовый ящик, по которому с вами может связываться любой госорган. Вот в общем. Для консульства я не знаю. Может быть нужно, может быть не нужно. Наша адвокатская контора подавала без него, и некоторые подают с пропиской, с эмпадронамента. Поэтому вам решать. Тур деталей. Михаил, большое спасибо. Благодарю вас также, уважаемый подписчик, и все подписчики за то, что вы активны, вы задаете интересные вопросы, их каждым днем все больше и больше, и передач становится больше, и они содержательны и интересны, потому что ваши вопросы содержательны и интересны. Мне отправили такую ссылочку с одного большого ресурса российского, клуб иммигрантов называется их страничка. Испания планирует снизить стоимость недвижимости для ВНЖ в 2 раза. Имеется в виду для ВНЖ инвесторов, для золотой визы. Я прочитал эту статью. Естественно, журналисты пишут для того, чтобы их читали. И они в большинстве случаев пишут интересные темы. Например, у Киркорова что-то случилось. Или у Пугачевой что-то случилось. Оказывается, ничего не случилось. Котик споткнулся, завернул лапку, поднялся, улыбнулся и побежал дальше. Вот такое вот. Есть такой товарищ Даниэль Куэрво. Это президент Ассоциации застройщиков провинции Мадрид. Не провинция, это у них получается Комунидад де Мадрид. Он должен был предложить правительству от застройщиков Комунидад де Мадрид снизить барьер с 500 тысяч на 250 тысяч евро покупки недвижимости для получения золотого ВНЖ. То есть тут должно было получиться и должно было быть. Поэтому вы меня поняли. Следующие интересные вопросы. Ренат Юрген. То есть с вашей помощью ИП будет платить налоги с разницей вместо 19 всего 13 или вообще не платить в Испании. Это был вопрос о налоговой резиденции, о том, что те, кто платит 6% в России, в Испании это будет минимум 19% ИРПФ, должны будут доплачивать здесь. Естественно, что я этим заниматься не буду. Для этого есть специально обученные, натренированные господа из налоговой администрации. Они занимаются взысканием налогов. И как это будет происходить, это все индивидуально. И я рекомендовал обратиться к предпринимателям из России и других стран, которых платят меньше налогов за то же самое, чем в Испании, обратиться к налоговому юристу, к адвокату, к экономисту, для того, чтобы они сделали такое интересное современное понятие, как оптимизация налогообложений. Так что я рекомендую без них ничего не делать, потому что цена будет намного выше, чем это вы сами будете делать, и тем более, если вы пойдете в налоговую администрацию и скажете, что я такой хороший и хочу заплатить. Это будет правильно, но я рекомендую обратиться к специалисту. Интересный вопрос.
очень длинный, я прочитаю начало и прочитаю конец. Я суть прочитаю. Вечер добрый, предварительно, коротко. В Испании с марта 2015 года вместе с женой. Запрос беженцев вдвоем. Тархета Роха, красная карточка. В 2017 отказ. Наш адвокат подала рекламацию, ответ положительный, отменить, восстановить. Мне написали длинный текст. Почему написали? Хотели мнение адвокатской конторы. Когда я написал, что, уважаемый подписчик, для того, чтобы составить наше мнение, это называется юридическая консультация, она платная. Вы отправляете все документы, и мы говорим, на каком свете вы находитесь, вам ответили правильно или неправильно, можно ли подавать апелляцию, или можно не подавать, или вы проиграли, или вы можете выиграть. Вот. И в конце мне пишет: уважаемый Сергей, спасибо, я в контакте с адвокатами СИАР, это определенные адвокаты. Также подана вторая апелляция для решения в судебном порядке. Думал, что вы сможете дать свой поверхностный, ключевое слово поверхностный, вывод о текущей ситуации для принятия решения, сотрудничать с вами или нет. Уважаемый Сергей, наша адвокатская контора поверхностные мнения и выводы не делает. Мы делаем вывод и говорим наше мнение только после того, как мы изучим документы. Так что, если вы встречаетесь с товарищами, которые дают поверхностное мнение по телефонному звонку и говорят, определяют ситуацию и дают анализ по телефонному звонку, либо по то, что вы мне написали, вот по такому тексту, я вам хочу сказать, что это не профессионалы, и поищите профессионала, который серьезно отнесется к вашему вопросу. Поэтому, дорогие друзья, я ответил на все ваши вопросы, которые вы прислали на сегодня. Благодарю вас за то, что спрашиваете, за вашу активность. Не стесняйтесь, не уставайте писать, задавайте ваши вопросы, буду с удовольствием на них отвечать. С уважением, ваш Михаил Македонский. И подписывайтесь на наш канал, не забывайте, для того, чтобы получать свежие ответы на ваши вопросы. До свидания, до следующих встреч!